Кошки проводят во сне примерно 2/3 жизни, а то и больше. Они так уютно и вкусно сворачиваются клубочком, что даже немного завидуешь им. Это жизнь. Никуда не надо спешить, решать проблемы, заниматься делами. Но все-таки интересно, неужели им правда необходимо столько спать? Так почему же кошки такие сони? И как им не надоедает спать по 16 часов в сутки? Иногда в самых совершенно невероятных позах. Наши балованные кошки все те же грозные хищники. Их далекие предки охотились по ночам, а остальное время переваривали добычу и восстанавливали силы. Домашним котам не нужно добывать еду, но древний инстинкт все равно сохранился. Короткие всплески активности чередуются с длительными периодами отдыха. Зато на рассвете или ближе к закату самое время для игр и плотной трапезы. Котята-подростки. Новорожденные котята просыпаются лишь когда проголодаются. Но как только у них открываются глазки, они постепенно крепнут, выбираются из гнезда и отправляются познавать мир. Такое впечатление, что внутри у них моторчик с нескончаемым заводом. Носятся, скачут, катаются на шторах, суют любопытный нос во все углы и ловят все, что движется. Здоровый котенок бодрствует около 12 часов в сутки, исследует пространство, усваивает навыки выживания и обучается ловкости. Уличные коты. В недружелюбной среде приходится постоянно быть начеку. Повсюду полно опасностей, да и голод заставляет искать пропитание. Коты, живущие в частных домах. Их владения значительно шире, чем у квартирных любимцев. Во-первых, вокруг очень много интересного. Мышки, птички, жучки, бабочки. А во-вторых, свою территорию надо периодически осматривать и, по возможности, защищать. С возрастом. Пожилые животные становятся не такими подвижными, как в молодости. Силы уже не те. Обмен веществ замедляется. Поэтому котики быстрее устают, и времени на отдых требуется больше. В пасмурную, дождливую и холодную погоду. Скучно, серо, в общем лучше поспать. А еще в сильную жару. Спящий режим позволяет избежать лишних энергозатрат. При неправильном питании. Если домашнего питомца кормят вредной для него едой с хозяйского стола, он недополучает необходимые витамины и минералы. Нехватку ценных веществ приходится компенсировать за счет сна. Поэтому очень важно, чтобы кошачий рацион был именно кошачьим, то есть качественный корм. А еще лучше, если это будет промороженное сырое мясо и субпродукты. Присмотритесь к спящей кошке. Она все контролирует. Поворачивает ушки при малейшем шорохе, иногда приоткрывает глаза. Но как только почувствует угрозу или чем-то всерьез заинтересуется, немедленно просыпается. Кошачьи лишь ненадолго погружаются в глубокий сон и порой двигают лапками и хвостом или даже подмяукивают. Скорее всего, им тоже что-то снится. Все остальное время они дремлют, берегут силы и познают настоящий дзен. Не будите котов, они спят целыми днями просто потому, что они коты.